В этом году игре Undertale наступает целых 9 лет со дня ее релиза на ПК в онлайн-сервисе Steam для операционных систем Windows и Mac OS. С тех самых пор она существенно обрела популярность не только у кикстартеров, донативших на разработку, но и других игроков. Однако, что если я вам скажу, что эту игру можно пройти быстрее даже в одной из самых сложных категорий спидрана? Конечно, чтобы достичь максимально хорошего результата в лучшей концовке Undertale, спидранеры проводят достаточно большое количество времени. Сначала за самой легкой категорией, являющейся Hard Mode, которая подразумевает забег примерно на 6 минут. С моей точки зрения, есть и те, кто сразу берет категорию True Pacifist, однако не требующую использования каких-либо сложных гличей и багов, за исключением только тех, которые не так сильно сейвят время или чье исполнение довольно легкое. Друзья, чтобы не тратить наше драгоценное время, давайте мы с вами сразу пройдемся по забегу пацифиста, а также сделаем выводы в конце этого ролика. Всем доброго времени суток, а мы начинаем с вами видео спидран на примере Undertale Pacifist. Прошу вас досмотреть данный ролик до самого конца, так как интересное все еще впереди. Ребята, чтобы вы прекрасно понимали забег, больше половины рана — это практически прохождение условий нейтрального пути, но с некоторыми важными оговорками, дабы не оборвать пацифистский путь. Опять же, напоминаю, что раннеры в версиях от 1.00 до 1.001 проходят именно Linux-версию игры в целях быстрого пропуска текста. Наше с вами скоростное прохождение будет демонстрировать снова нам всем известный американский спидранер под ником Mr. Link 2K. Давайте сразу начнем. Разумеется, для начала я отмечу важные оговорки, которые упомянул ранее, чтобы не пересказывать вам весь забег от и до, иначе времени на это уйдет много. Не, ребят, правда, серьезно, это довольно очень долго, что просто пиздец. Для этого я оставлю вам справа сверху подсказку, в которой найдете видео, связанное с нейтральным путем. Нажмите среднюю кнопку мыши на него, посмотрите потом. А затем мы последовательно продолжим дальше уже после победы над Photoshop Flower и кат-сцены с телефонным звонком от Санса. Итак, начнем с самого первого примечания. Свидание с Папирусом. После победы над вторым боссом раннер отправляется налево. Встретив Папируса, начинает с ним диалог и мэшет до самого захода в дом братьев-скелетов. Затем отправляется на второй этаж и интерактирует с дверью, соглашаясь на предложение. Дальше уже разговаривает непосредственно с самим Папирусом и начинает свидание. Как только оно началось, Mr. Link 2K нажимает клавишу Ctrl, которая также отвечает за действие, как и клавиша C, и мэшет все дальше и дальше. Когда Папирус попросит найти его секрет, а раннер указывает на его подбородок. Должен сказать, что любая часть головы будет триггером, поэтому быстрее кликнуть на нижнюю часть. Дальше будут два выбора. В первом он выбирает первое, а во втором второе. Слышится немного банально, правда? Но это для того, чтобы засейвить 2-3 секунды забега. Затем мэшет весь диалог, даже во время белого экрана и после до тех пор, пока свидание не завершится. Как только это дружеское мероприятие закончится, раннер выходит из дома и направляется в Waterfall. Второе примечание. Вулкин в Хотленде. В одном видео я говорил, что раннер во время конвейера сталкивается с Вулкином и уничтожает с одного удара, что обеспечивает ему 4-й левел. Так вот, здесь этого он не делает, а просто убегает с поля боя. Это важно, чтобы не испортить путь пацифиста. Теперь третья оговорка. Битва со Сгором. В этом сражении обязательно у раннера должна быть пригоревшая сковорода для сильного нанесения удара по пятому боссу игры, а также ирисково-коричный пирог, чтобы снизить у Асгора показатели атаки и защиты. Этот предмет используется в первую очередь с начала битвы. Раннеру нужно наносить идеальные удары по центру метра атаки для отличного урона. На все это уходит 10 ходов. А теперь мы перейдем непосредственно к воплощению концовки истинного пацифиста. Раннер после того, как вошел в дверь на поверхность, открывает новое окно игры и загружает последнее сохранение, находящееся в последнем коридоре, и возвращается назад. Напоминаю, что по пути обратно Mr. Link 2K использует панч-карту, благодаря которой перед заходом в следующую комнату можно телепортировать себя в дефолтную позицию. Перемотаем дальше до дома Undyne. Раннер использует панч-карту перед разговором с Папирусом, выбрасывает ненужный предмет, ждет момента, когда
когда нужно зайти, и заходит в ее дом. Дальше мистер Link2K мэшит весь остальной текст, а после садится на табуретку. Как только Undyne все поставила на место, раннер двигается, чтобы та пустила свое копье прямо в стол, скипает ее диалог, подбирает оружие, указывает на коробку с чайными пакетиками и выбирает. Дальше идет чисто пропуск текста до того момента, когда нужно будет мешать макароны в кастрюле. Пропускает текст бокса и держит правую стрелку для повышения огня на плите до самого максимума. После скип диалога и несерьезная битва с Undyne. Здесь ее разговор пропускает и нажимает вариант Fight настолько быстро, насколько возможно. Затем очередной мэш текста и битва заканчивается. Раннер получает от нее письмо, а сама Undyne уходит. Теперь он возвращается в Хотланд в лабораторию Альфис. Подойдя ко входу, раннер интерактирует с ним, выбирает первый вариант и просто мэшит текст дальше. Во второй стадии у помойки бегун продолжает пропускать текст-бокс, попутно выбирая первые варианты, ибо они быстрее скипаются. Раннер мэшит всю остальную кат-сцену, а после возвращается в лабораторию Альфис, заходит в лифт и нажимает на панель. Дальше у нас сценка с падением лифта, и теперь бегун оказывается в настоящей лаборатории. Должен подчеркнуть, что раннер будет использовать панч-карту все время, так что не стану каждый раз это комментировать. Выйдя из лифта, направляется дальше, а затем налево, в комнату, где интерактирует с раковиной несколько раз, однако здесь происходит столкновение с амальгаметом. В первом ходу раннер выбирает Act и Sell, а во втором тот же Act и Refuse на первого соперника, попутно уворачиваясь от атак. После выбирает Mercy и заканчивает сражение. Затем раннер забирает красный ключ из раковины и идет наверх, где он активирует ее и отправляется назад. Перемотаем до комнаты, в котором расположены кровати. Раннер подходит к правой крайней нижней кровати, интерактирует с ней, забирает желтый ключ и идет наверх. Затем отправляется дальше направо. Здесь есть переключатель, который активирует еще и сражение с Эндогения, однако раннер снова пользуется панч-картой, дабы пропустить битву с ним. Для этого он использует баг, подойдет налево, затем дойдет до выхода и нажмет Yes одновременно. В коридоре раннер следует налево и заходит в следующую дверь. Здесь он просто подходит к ванне, открывает занавес, забирает зеленый ключ и возвращается в коридор. После продолжает путь налево, а в следующей комнате наверх. А в этой руме с телевизором и кассетами активирует желтый ключ и возвращается. Интерактирует с точкой сохранения и сталкивается с очередным амальгаметом. Здесь тоже использует акт во всех своих ходах, но действие в первом варианте Ham, во втором Flex, а на третьем Unhack. На четвертом выбирает Mercy и битва заканчивается. Раннер направляется налево. Там интерактирует с крайним холодильником, отходит и вновь очередное столкновение. Во всех ходах раннер выбирает акт и Joke. После третьей битва заканчивается, а бегун идет наверх. Здесь активирует зеленый ключ, возвращается и забирает синий. Затем раннер исполняет Wall Humping за холодильниками для буста скорости, держа свой путь направо. В следующей комнате он исполняет Reaper Bird Skip. Здесь раннер использует панч-карту на цветы и идет дальше до момента, когда дойдет до края двух последних зеркал возле следующего входа и пропускает кат-сцену птицы-жнеца. В другой комнате активирует уже синий ключ. Дальше перемотаем места, где он добирается до основной двери, которая была активирована всеми ключами. Доходит до генератора, а здесь уже следующий глич Generator Skip. Практически та же ситуация, что и с предыдущим багом. Верно, панч-картой. Он вызывает второй текст поверх первого. Луша. Он вызывает второй текст поверх первого текстового поля. Сжимает клавиши и выбирает Yes в первом текст-боксе. Затем убирает, пока не увидит опцию диалога во втором. Здесь он ожидает, пока Альфис не начнет говорить. Как только появится ее текст-бокс, выбирает Yes и сжимает. Это приведет к переполнению текста доктора и даст гораздо более короткую строку диалога. Однако раннер ускоряет кат-сцену, выбросив предмет, когда Альфис начнет подходить, а амальгаметы отходить. Благодаря этому оставшийся текст Альфис будет длиться всего по одному текст-боксу. Затем раннер заходит в лифт, мэшит телефонный звонок и ждет, пока закончится кат-сцена. А теперь давайте перемотаем все остальное вплоть до битвы с финальным боссом Азриэлем Дримуром.
В этой битве драка продолжаться не станет, пока не появится эффект радуги. Однако, как только начинается само сражение, раннер дважды выбирает акт и Dream, наполняя инвентарь хилом. После ждет появления радуги. Азриэль начинает свою атаку звездами, а мистер Link 2K удачно уворачивается и выбирает вариант Mercy. Во втором ходу он также хорошо эвейдит молнии и снова нажимает на пощаду. В общем, все эти 12 ходов проходят идеально, попутно выбирая вариант Mercy. На 13-м он все-таки получает хит и оказывается с 1 хп. Если бы раннер увернулся, то был бы фуловым, и это было бы немного быстрее. Начинается вторая фаза. Здесь раннер берет на себя хит, выбрав акт перед этим, во втором ходу в том числе, а на третьем уже старается уворачиваться. Тот же выбор на четвертом, мэшит текстбокс и начинается спасение друзей. Пошла третья фаза. Раннер в первую очередь начинает спасать Undyne. Здесь он выбирает акт и Faked Hit в 2 ходах, а на третьем акт и Recipe, окончательно восстановив память героини. Затем начинает спасать Альфис, выбирает акт и Encourage, также в 2 ходах. Здесь раннеру надо быстрее стрелять в роботов и бомбы, чтобы скорее закончить атаки. А в третьем акт и Quiz, позволяя персонажу вспомнить. После начинает спасать Ториэль и Асгора. Тут уже раннер выбирает инвентарь и пирог. После уворотов от атак выбирает вариант объятия на Асгора, восстанавливая память 2 дремурам. Теперь уже спасает 2 братьев-скелетов. На Папируса выбирает акт и Джок в 2 ходах, а на третьем на Санса Judgment, заставив их восстановить память. Затем раннер нажимает Save и выбирает Someone Else. Дальше уже он мэшит текстбоксы, а также появляется та самая милая и трогательная до глубины души кат-сцена. После на протяжении этой фазы он просто выбирает сейф до самого конца, и битва на этом заканчивается. Азриэль превращается обратно в ребенка. Здесь раннер просто мэшит его текстбоксы до того момента, когда тот разрушит барьер. После этого будет еще один диалог Дремура-младшего, в котором появится выбор, успокоить его или нет. Раннер выбирает второй, поскольку первый займет 22 секунды. После разговора мистер Link 2K открывает новое окно игры, но пока не закрывает старое. Сначала он мэшит текстбокс Ториэль и всех остальных героев после пробуждения. Как только диалог персонажей завершится, закрывает первое окно, начинает со второго и загружается с сейф-поинта, который находится рядом с дверью в барьер. Заходит в него, идет дальше, интерактирует со входом на поверхность, мэшит текст и выбирает второй вариант. Дальше у нас идут очередные текстовые поля, которые он тоже мэшит, выбирая попутно первые варианты на вопрос Асгора и на последний вопрос Ториэль. Как только полностью появится ее текстбокс с надписью Everyone is waiting for us, ран на этом заканчивается. Время этого забега 1 час 21 минута и 8 секунд. Это был великолепный спидран от раннера Mr. Link 2K. Мои поздравления. Итак, какой же вывод мы можем из этого сделать? Весьма очень хороший. Игра объединила практически всех. Геймеров, художников, аниматоров, раннеров, а также других очень талантливых людей, которые от души с большим трудом делают игру все более запоминающейся, с нотками прекрасной ностальгии. Спрашивайте, а что я могу добавить еще ко всему этому? И будут ли еще разборы? Друзья, чтобы узнать об этом, для начала, во-первых, нажмите на кнопку подписаться, колокольчик, обязательно вариант все, поделиться, а еще поставьте лайки, чтобы видео продвигалось на просторах YouTube. А во-вторых, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы чувствовали, когда прошли путь истинного пацифиста. Опишите свои эмоции. И прошу вас досмотреть ролик до конца и поддержите меня на бусте. Ссылка в описании. А с вами был Рэш. Сохраняйте решительность. С днем рождения, Undertale. С 9-летием тебя. Игра, пусть которая запомнится всем навсегда. Спасибо Тоби Фоксу за свой мир, подаренный геймерам. Благодарю за просмотр. До встречи и до следующего видео.